Приветствую всех, меня зовут Павел. Продолжаем проходить Premonition The Director's Cut. И, собственно, в предыдущей серии, что у нас было? Previously during the investigation. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. Welcome to Greenville. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. There's definitely something in this town. Do you feel it, Zach? My coffee warned me about it. The Greenville General Hospital is down the road by the lake. It's too far to walk. Come on, get in the car. If I'm riding in a car, George, I prefer to be the driver. Can you provide a car for me? What are you talking about? You don't even know how to get there. Which is another good reason for me to drive, George. I need to learn my way around town. Oh, man. Very well. Then I'll ride with you. I want to keep an eye on you. Fair enough. Just one thing, Agent Morgan. Your involvement in this case is limited. That means you don't have to learn your way around town. George, we'd better get moving. The hospital closes at 2100. Собственно, чем мне нравится эта игра, что мы выяснили в предыдущих сериях, что здесь показываются так называемые previously, и мне не обязательно говорить, что было в предыдущих сериях. Хотел сказать я, думая, что покажут, что было в предыдущей серии полностью. Кстати, у нас как-то площадь автоматически появилась. В предыдущей серии мы в полицейском участке помогли найти Арнольда или Сильвестра. В общем, Гантелю, шерифу помогли найти. Осмотрелись в полицейском участке и выяснили, что нам сейчас надо ехать в больницу, осматривать тело убитой. Давайте поговорим с Эмили. Нам нужно попасть в больницу, получить отчет о вскрытии. А ты не хочешь плащ надеть? Смотрите. Она ничего. Так, на это я уже сказал, что я не совсем с этим согласен. Так, хорошо, Джордж. Мы уже читали. Отправляйтесь в больницу. Как скажете, шериф, как скажете. Наш автомобиль, я надеюсь, нам сейчас покажут, какие снова управлять. Потому что я что-то подзабыл, если честно. Agent Morgan, get us there quickly, but drive within the speed limit. Just because you have a badge doesn't mean you can drive like a maniac. George, what are you, his mother? We just need to get the autopsy results. Agent York isn't accustomed to the town yet. Give him a little slack. Well then, Agent York, let's get going. Sure, sounds good. Нам не покажут. Так, но что я предлагаю сделать? Я предлагаю открыть карту и посмотреть, как далеко вообще все это дело находится. Куда нам надо? Сюда куда-то? Да, не похоже. Куда-то сюда. Ох ты ж, далековато будет. А это что такое? Неясно. Да, больница, а почему мелочки не показываются? Так, как туда попасть? От того места, где находимся мы. Сейчас выезжаем. Так, ну в общем, думаю, разберемся сейчас.
ходу дела, думаю, разберемся. Как у нас поворотник выключать? Я понял, вспомнил. Поговорить с кем? Так. Нам сейчас направо, насколько я помню. Еще поворотник. И, по-моему, еще раз направо. Если я не ошибаюсь. Я стараюсь это ездить по правилам. Так. Давайте сделаем вид, что кого-то пропускаем. И посмотрим, куда нам ехать. Так, ну я поехал длинным путем на самом деле. Или подожди. Что? Оно наверху теперь? Оно же было внизу. Это странно. Так, ну в общем, направо. У автомата направо. И тоже направо. И по шоссе. Разберемся, какое дело. Сейчас прямо. Нет, не впилиться бы никуда. Автомата потом там надо будет направо повернуть. Так, я же правильно еду? Прошу прощения, ребят. Что-то я долго перерыв слишком делал в этой игры. Она постоянно, зараза, переворачивается. Мне некомфортно это. Тело крайне комфортно. Всякий раз путаюсь, куда мне ехать. Вообще назад получается, да? Не, сейчас. Направо, и первый же поворот направо. Направо. Так. Пьяный лихач. И первый же поворот направо еще раз. Все, теперь прямо. Правильно? Сверимся. Лишний раз. Ну да. Потом направо. Прямо. Ну все, думаю, доедем. Agent Morgan, I can't help noticing you prefer to work alone. Most of the time, yes. Don't you get lonely, flying all over the country alone? I must say I've never felt lonely. Are you married? Unfortunately, relationships and I are fleeting strangers. I don't get on very well with women, you might be surprised to hear. That's because you're young. You notice things like that at my age. You have to treat women carefully, like a thin crystal wine glass. If you don't, they can cut scars on your face, just like yours, right? George, is this an interrogation? I see you're a seasoned professional. But let's not talk about my scar. It was caused by a problematic woman. Well, she got you good. Terribly good. It'll fade away, and nobody will know. Я надеюсь, я не скипнул диалог. Вообще крайне некомфортно, кстати. Ехать и читать по этому диалог. Потому что серия из-за этого чуть не врезался пару раз. Да и, собственно, сейчас чуть не вылетел с трассы через заграждение.
Но я предпочту лишний раз сверяться, чтобы потом поменьше вырезать, если вообще будет что вырезать. Либо чтобы поменьше времени тратить на всякие развороты, перевороты и прочее. Так, ну нам сюда. Это я лихо сейчас завернул. Очень даже лихо. That's a pretty big hospital. I guess they wanted to be ready for town-wide food poisoning? No, it's another leftover from the town's prosperous slumber days. Hard to imagine now, though, isn't it? My mother always talked about how energetic this town used to be. Almost like a gold rush, she used to say. Impressive. But the hotter the fever, the faster it cools. And so now there's hardly anyone left to use this place. It pains me to watch my hometown lose so many citizens. Beyond your understanding, I'm sure. Yes, I'm sorry to say that it is. Indeed. And that's why this case is our problem. There really isn't any need for you to get too involved. Но тем не менее я здесь. Я постараюсь раскрыть это дело. Пончики с сахаром слегка утоляют ваш голод. Hello, Sheriff. Фиона Веснушка, медрегистратор. Hi there, Fiona. We're here to see Usha. Do you know where he is? I think Dr. Johnson is in the computer room. A computer room? In a hospital? Nice to meet you, Mr. FBI agent. The computer room is where our employees share a computer. Very nice to meet you, too. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. But how did you know I was FBI? Easy. None of the police in this town wear cologne. Besides, that scar on your face is the biggest rumor in town. Rumors get exaggerated as they spread, even in the countryside. What's that you're reading, if I may ask? You haven't heard of this yet? It's a recent bestseller mystery. It's set in the U.S., a small traditional North American town close to the Canadian border. A peaceful, traditional place. However, that peaceful town is shattered by a terrible crime. The murder of a local girl. And that incident causes grief and sadness to everyone in town. But everyone feels the seditious, heinous evil still lurking, alive. Yes, much like the situation right now here in Greenvale. Fiona, don't say that. Sorry, I shouldn't have said that. With Anna dead and all. Don't worry. Books are written to entertain, and it's good you're enjoying it. What we're faced with here is a terrible crime committed in a real world. Much different from that of a novel. So there's no need to apologize. Thank you, Agent York. Глупо, конечно, но она первая подозреваемая у меня. Во всяком случае, потому что у меня просто пока подозреваемых других нету. Давайте сохранимся, кстати говоря. Отчитаемся начальству. Заодно и сохранимся. Фиона. С веснушками на носу, она выглядит как школьница, любопытно. Умелая ли она медсестра? Поговорить. Да, поговорим с тобой. Доктор Джонсон должен быть в компьютерном зале. Лады. Как скажешь. Эмили. Хочешь что-нибудь сказать? Почему? В чем дело? Что? Непонятно. Давайте тут немного оглядимся, пожалуй. Вот, допустим, картины. Телевизор. Да, фильм пока не показывают до сих пор. Обед облака, вечером дождь. Полагаю, не имеет отношения к делу. Так, уборная закрыта.
Похоже, дверь не заперта. Операционная, что ли, или что? Так. Глянем карту. А, что у нас тут есть? Нам сюда. Здесь у нас какой-то ключ лежит. Эмили Фиона. Палата с больными или что? Еще один ключ. Ну да, больница довольно большая. Это только один этаж, я так понимаю. Ладно. Предлагаю смотреться, как в полицейском участке. Потому что, собственно, почему бы и нет. В полицейском участке это нам неплохо помогло, так скажем. Так, про Стэнтон ничего говорить не хочет у нас. И Йорк. А я напоминаю, что я в этой игре Зак. Расписание, счетовая, уборная, женская, мужская, почему все уборные закрыты, нет, почему. Она вне подозрений, пошли в. Ладно, давай начнем отсюда, почему и нет. Хотя нам сюда и надо, судя по всему. Поэтому нет, посмотрим другие помещения для начала. Потому что мне любопытно. А я повторюсь, в этой игре спешить совершенно никуда не буду. Это просто незачем. Пожарный выход это. Здесь может быть что-нибудь любопытное. Хотя все двери почему-то закрыты. Так, мужчина. Полагаю, не имеет отношения к делу. Как скажешь, Йорк, как скажешь. Так, что тут? Я не могу сейчас уйти. Хорошо, не уходить тогда. Это процедурно. Нам сюда прямая дорога, если что-то с нами случится. Ну, давайте осмотримся. Чтобы знать, вдруг что и как. Куда приходить, кому лучше. Так, это что? Спать. Если могу хорошенько выспаться. Понял. Не имеет отношения к делу. И не имеет отношения к делу. Разумеется. Это пожарный выход. Что у нас с той стороне? Не имеет отношения к делу. Это выход в фойе. Это, так полагаю, еще один пожарный выход. Нет, дверь не заперта. А что здесь тогда? Если не пожарный выход. Любопытно. И очень тихо. Закрытая, единственная закрытая дверь. Которую мы встретим, пока во всяком случае, с которой мы можем взаимодействовать. Так, у нас тут есть подвал, это, я так понимаю, обход просто. Не зря сходил, нашел деньги. Пригодятся. Так, ну давайте в подвал сходим. Что у нас в подвале любопытно имеется? Морг? Или что? Ванная комната для пациентов довольно просторная, скорее всего для размещения инвалидных колясок. И почему-то на ней цепь. Ну давай посмотрим. Что у нас в ванной комнате есть? Сантехник? Сантехник. Какой-то странный звук, если честно.
кабинку зайдешь? Да, ты зайдешь в кабинку. Но справиться по нужде ты не хочешь, Юрка. Как скажешь. В кабинках может быть что-то любопытное. Я бы не то, что стараюсь собрать все коллектаблс, вот эти вот медальки и прочее. Мне просто любопытно, ребят, что здесь вообще есть. Исследовать эту игру, потому что мне она очень нравится. Я хочется неспешно ее проходить, все осматривать. Хотя, как я вам говорил в прошлой серии уже, иной раз не знаешь, стоит ли осматривать в данном месте все комнаты. Потому что может случиться так, что ты по-любому во все эти комнаты по сюжету попадешь. А узнать заранее, не посмотрев, собственно, прохождение или не прочитав его, ты это никак не сделаешь. Не узнаешь, в смысле. Попадешь ты в те комнаты или нет. Любопытно. Понадобится ключ, чтобы открыть. Закрыть, но мы сможем найти, если найдем ключ-карту. Так, нам нужна ключ-карта. Хорошо. Уже кое-что. Помимо основного задания. У нас имеется. Даже если это просто для утоления нашего любопытства. Конкретно моего. Хотя, надеюсь, это интересно и вам. Смотреть, слушать и все такое. Хотя, понимаю некоторых людей, кто хочет поскорее там, чтобы я все это закончил тягомотину и начал заниматься сюжетом. Заперто. Так, а куда шла дверь-то из процедурной? Это последний вопрос, который меня сейчас интересует. А, собственно, сюда она и вела. Вот мы и узнали все секреты. Теперь можно двигаться в тот коридор, который нам по сюжету. Если, конечно, не найду здесь еще что-нибудь любопытное. Так, фойе. Нам в тот коридор. Больше здесь я ничего такого вроде как, кроме, пожалуй, вот этой двери, не вижу. Что у нас здесь? Скорее всего, мы здесь уже были, да? Ну да, это то же самое, просто выход сквозной. Все, теперь мы все выяснили, я имею представление, хотя бы теперь смогу хоть немного ориентироваться в этом месте. Это, скорее всего, дело тоже сквозное. Так, шериф, может, шерифом поговорить, кстати. Идем в компьютерный зал. Как скажете, шериф? Так, начнем с дальнего угла, пожалуй. Любопытно уже. Смотреть все, смотреть каждое каждый ухо будем осматривать. Так, щиток. Компьютерный зал, я так понимаю, там. Здесь тут самый еще один проход. Здесь пожарный рукав. Так, это что такое? Похоже, комната используется. Я почувствовал себя здоровее без проведения нам никаких-либо обследований вообще. Я правильно прочитал? Да, все правильно. Так, где у тебя фонарик-то? Сквозь пиджак просвечивает. Я уже и забыл, что он у тебя есть. Так, последний осмотр. Эта дверь идет в палату. У нас нет особо причин, чтобы туда идти. Вряд ли там много пациентов. Любопытно, что на этой двери висит цепь.
Вот что меня беспокоит. Довольно современный для больницы компьютерный зал. Наверняка у них там единственный устаревший компьютер. Ну, я по сюжету тогда. We couldn't find him. Fiona needs to check her information. No, I don't think so. Does the doctor like playing games by any chance? What do you mean? There's a message on the computer, and a card key already set in place. The king passes the rook and meets the bishop. The knight takes a pawn along for the queen. What does that all mean? It's a simple puzzle. Zach, let's take him up on his challenge. You can do this, right? Король метнует ладью и встречает слона. Конь съедает пешку ферзя. Ага. Ничего не понял. Zach, something is still missing. We need more clues. Погоди. Какая меня. Знаешь, что загадка связана с шахматными фигурами. Гетморда. И это не кажется таким уж простым. На мониторе отображаются шахматные фигуры, шахматная задача. Решил ее Зак. Только решил задачу в какой-то игре, и тут снова задача. Итак, король минует ладью. Что у нас в ладье такое? Блин, забыл, что... Нет, это ферзь. Забыл, что у нас... Блин, изначально же правильно выбрал. Что-то я туплю. Ладья Тура тоже встречает слона. Он съедает пешку у ферзя. The doctor awaits below with the deceased. Another code? But there's nowhere to insert a password. More games. I'm going to get Fiona to call Usha up here right now. No need, George. The message appeared with the card key. It's telling us where to use it. This is not the time to be joking around, Agent Morgan. Dr. Usha is below with the deceased. With Anna. Below being underground, I take it. Simple. Simple. Then it's time to meet the mischievous architect of this little game. Nah. Собственно, мы уже знаем, куда идти, да, ребят? Ну, как я тебе? Да, так. Обстаивай.
компьютер. Что я просто изначально ладью ту принял не за то, чем он является. Поэтому немного затянулось это дело. Но сейчас идем искать. Нам прямиком вниз. Я уже знаю, где это. Поэтому не придется тратить время. Осмотр помогает, ребят, как видите. Не зря в начале серии осматривался. Так, проход у нас не здесь, проход у нас вот здесь. Вот, собственно, то, что нам и нужно. Похоже, дверь не заперта. Ну, естественно, входим. Так, попали в новое место. Хорошо. Так, я так понимаю, что нам туда. Похоже, дверь не заперта. Но я предлагаю сначала снова осмотреться. Совсем немного. Так, мы уже сохранялись недавно. Автомат? Нет, я пока не хочу, спасибо. Заходим! Usha, sorry to keep you waiting. Ah, you made it. Let's get started, shall we? Аша Джонсон, доктор. This is Agent Morgan from the FBI. Nice to meet you. I'm Usha Johnson, the doctor in this hospital. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. Everyone calls me that. Very well, Agent York. Are you a forensic practitioner? Let's just say I've dealt with corpses before. That battle of wits, by the way. Did you create that yourself? Mm-hmm. I just wanted to see if our FBI agent could handle the task. I see. Well, it was pretty fun. Oh, I'm glad you liked it. We don't have much time. We need those autopsy results. Next time, try challenging us without obstructing an investigation. You've angered the monarch. From the onset of rigor mortis, the stiffening of the muscles, the time of death is estimated to be between 20 and 2200 hours. That's still quite early for such a crime to take place. Note that there are 2 exterior wounds, pressure marks around the neck, and a long cut running from chest to abdomen. Blood marks on her right hand tell us she was gripping something round in her right hand. Her skull is also fractured, but that is unrelated to the cause of death. It probably happened to her after she was killed. Now, I first thought death by suffocation, due to the marks on her neck. But after further investigation, I now have a different conclusion. The direct cause of death was loss of blood from the wound.
Which means? She was cut up while she was still alive. Yes, a sharp knife was used. It was inserted beneath the sternum and then quickly sliced downwards. The excessive loss of blood from her internal organs is what actually killed her. Her nails are clean, and with no skin cells from the attacker. She also doesn't appear to have been bound nor badly beaten. She was apparently killed without resistance. The most tragic thing, however, was that she was unable to speak her story to anyone who could hear her cries. The perpetrator cut out Anna's tongue. Well, I believe she was drugged first to phase her consciousness, and then the killer killed her. Now, the killer most likely has a deep, traumatized past concerning women. He probably cannot converse with them normally. Cutting out the tongue suggests a very lonely individual. Either that or a truly hardcore sadist. He must get off on watching women suffer, especially when they can't answer back. Now, he watched as the blood pumped from her body, as she gradually grew cold. A case in Seattle in 1985 was much like... Usha, please, limit your report to your findings as a doctor. Criminal profiling is my job. You're wrong, also. Anna died fully, deeply, painfully aware of what was happening to her. But, Tell me, what time did it stop raining on the night Anna was killed? Just before I went to bed, right after the movie on TV ended, so around 1 a.m. What movie was it? An American Werewolf in London. Directed by John Landis, 1981. So the rain stopped, accompanied by the ending song, Blue Moon. George, would you mind if I examined Anna myself? What more do you hope to find? I'm sure I mentioned that I have a personal interest in cases like these. Да, что-то судмедэксперт какой-то прям забыл, что он судмедэксперт непосредственно, а не детектив. На вид его возраст не определить, но вряд ли он слишком стар, похож на врача, заслуживающего доверия. Как и прежде, не намека на улыбку. Впрочем, незачем попусту приставать к Джорджу. Именно прямо от того, что здесь рассказали, не в себе это заметно. Лучше не смотреть на нее слишком пристально. Почему это? Может, что-то будет, если я на нее посмотрю? Ну да, он завертел головой и все такое. Так, и смотрите. Тело Анны лежит на столе. А какой предмет? Судя по всему, она что-то держала в руке, но потом 6 часов спустя после смерти предмет забрали. Предмет был круглым, с выпуклостью в виде символа мира. Что за символ мира? Так, что-то еще было. На пальцах аккуратно наклеены накладные ногти. Все, тут больше ничего нету. Прекрасный светлый волос, чарующий даже после смерти. Так, следы испарившейся жидкости вокруг глаз. Она, должно быть, плакала перед смертью. Язык отрезан, осталось лишь обрубок. Это жизнь, конечно. Что вспомнил, как этот фильм назывался? Про волка. Про гигантского волка. Забыл. From her lack of resistance, I'd say that Anna's injuries happened very quickly.
Unable to speak, she was then left to cry herself to death. Zach, it's all starting to come together. The perpetrator stayed with her for at least 2 hours until it stopped raining. At the estimated time of her death, it was still raining, but you can still see tear marks on her cheeks. That means she was killed under a roof somewhere. She was then carried into the woods after it stopped raining. There's one other thing. Her tongue was removed with a very blunt knife. In fact, it's more likely it was simply chopped off. Asha, are you a passionate man? Well, not particularly, but I am man enough should the moment call for it. George, how about you? I'm very passionate. Yes. Especially when it comes to women. But I don't see what that has to do with anything. George, the perpetrator is just like you. He's passionate about women. He's a passionate kisser. This was a kiss of death. The perpetrator bit off Anna's tongue. We'll never get a dental print from a wound like this. But this is still a big lead. Jackpot, Zach. A shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. This case is now under the jurisdiction of the FBI. I'm assuming command. I'll need you to assist me in the investigation. What in the hell do you mean, Agent Morgan? I know I said I was passionate, but you can't think I did this. That's not why I'm assuming command, George. You're a suspect just as much as every other passionate man on Earth. Let me show you something. There you go. Amazing, huh? I'm sure you have a lot of questions, but most of the details are top secret. George, Emily, we should be going. No need to stay here any longer. Okay. I have to sign the release. Just give me a moment. Very well. I'll go on ahead. I can't take it any longer down here. Bishop takes queen. His rook takes your queen. Then your knight takes rook. And checkmate. Huh? Выкусил. My first victory in the Grandmaster ranking. Zach, they're here. Во-первых, сохраниться. Во-вторых, что это он достал у нее изо рта, я так и не понял. Какие-то красные семечки, что это такое? Я что-то вроде помню такое из первой серии, но я не помню, как это называется. В-третьих, что-то это какая-то жесть, откусить язык при поцелуе, это вообще. И в-четвертых, на этом мы эту серию закончим, ребят. Надеюсь, вам понравилось. Продолжим уже следующий. Всем удачи, всем пока.